Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Второй расклад 2025 год. Год змеи. Давайте узнаем, какие энергии видят карты для вашего знака в этот год. И надо сказать, что 2024 это год дракона, и следующий 25 год змеи. Дракон прекрасно ладит со змеей, и змея с драконом. И поэтому многие планы, то, что у вас не получилось осуществить, может быть, за период 2024 года будут реализованы, как-то организовать свою жизнь по-новому, или совершить то, что вы планировали, или то, что просит ваша душа. Это год возможностей для вас, мои дорогие, и я должна сказать дважды, потому что в начале июня месяца планета Юпитер войдет в ваш первый дом гороскопа. Это символ нового «я», это символ где-то возрождения новых возможностей, осуществления ваших и когда сбываются ваши планы, ваши мечты, ваши надежды. И это не только период, когда только в 2025 году, с середины года, Юпитер активизирует все изменения со знаком плюс, но это еще с заходом на последующие годы, потому что где-то также в середине года, но уже 2026 Юпитер поменяет дома гороскопа. Из первого дома перейдет во второй, а второй дом гороскопа – это финансовые вопросы. И поэтому какие-то финансовые, более удобные сделки для кого-то, если это актуально, ведение бизнеса, вообще организации своей финансовой стороны жизни как-то по-новому, безусловно, новые возможности. Поэтому есть прекрасный повод, мои дорогие, смотреть в будущее с оптимизмом. Но давайте узнаем, что нам расскажут карты. У нас будет 3 триплета и 3 колоды. По 3 карты с каждой мы достанем. Первая. Что завершится? Вот такой у нас будет вопрос. Или то, от чего вы, возможно, откажетесь сами. Но, тем не менее, что же окончательно уйдет от вас? Какие, может быть, проблемы, события? В чем вы расставите точки над «и» или сыграете последний аккорд? Что завершится в 2025 году? А что нового войдет в вашу жизнь? Чем запомнится вам 2025 год? Важное событие, может быть, какое-то. На колоде Золотого Таро. Первую карту мы достанем. Назовем ее неожиданности. Какие неожиданности могут быть или какой сферы жизни могут касаться? Что будет радовать вас в 2025 году? И что вам будет помогать? И третья колода, третий триплет. Что вам может помешать? Такую карту мы тоже с вами достанем. Возможно, какие-то энергии, которые не будут для вас со знаком плюс. Что нужно учитывать? Событие, которое изменит вашу жизнь. И событие, которое заставит измениться вас. Возможно, и так. Давайте будем смотреть, что же завершается. Паж кубков. Я могу сказать, что паж – это мелкая карта, это сила желаний. Да, у кого-то, например, дела, связанные с вашими детьми, может быть, и подросшими детьми. Они жили, к примеру, проживали вместе с вами или учились. У кого-то это будет как завершение учебного заведения, может быть, вашим ребенком. Или пусть это будет ваш какой-то план, который был только в виде плана, а тут вы приступите к реализации. По этой карте есть такой момент, как незрелость, или те наши мысли, наши чаяния, желания, которые не оформились еще в какой-то стройный контекст или в логическую цепочку последовательности. Может быть, какие-то начинания, которые или ваши действия, которые вы в самом, опять же, начале предприняли, но теперь вы будете уже что-то развивать, или что-то будет для вас меняться, возможно. Здесь может быть и смена ракурса. То, что вы думали прежде, здесь как-то можете переиграть. Видимо, вообще, в принципе, многое пересмотрите за 2025 год. И могут быть такие метаморфозы, когда
Прежде вы могли что-то отрицать, думать, что ну нет, этого со мной не может быть, или я так никогда не поступлю, или для меня это не имеет значения. А вот здесь может быть вообще смена какой-то парадигмы, потому что попажу это еще какое-то начало. Так вот, мы многие из начал можем пересмотреть тоже. Может измениться ваша личная история, и для кого-то из вас смена статуса. Попажу кубков иногда проходят те отношения, которые тоже только начинаются, может быть, начинаются с дружбы, и значит, я могу предположить, для кого-то из вас это будет создание прочного союза на смену вот той самой дружбе, которая, возможно, продолжалась какой-то период времени. Но это тоже, это было как начальный этап ваших отношений. Вот здесь что-то будет меняться. Давайте мы узнаем, что же нового войдет в вашу жизнь. Наверное, дальше можно не смотреть. Карта мага, карта возможностей. Безусловно, это великий манипулятор. Что нового войдет? Это где-то ваша смена энергии, и это в контексте всего того, что я сказала по магу. Это сила духа и искусство мастерства. Вы можете достигнуть очень существенных высот по части вашей карьеры, или для кого-то амбициозные ваши планы, проекты, они будут осуществлены. Или вы будете в этом направлении продвигаться. Для вас, мои дорогие, если спрашиваем, что нового войдет в вашу жизнь, какие-то безграничные возможности. Да, они основаны на том, что вы будете действовать, вы будете что-то продумывать, реализовывать, переигрывать, может быть, находить удобные для вас способы и удачные наиболее взаимодействия с людьми, или как обустроить тот или иной проект, но для вас нет ничего невозможного. Вот это как элемент новизны, ваша сила. Вы познаете самих себя в каком-то совершенно в другом аспекте. Вы поймете, что если прежде я в чем-то сомневался или сомневалась, или вы могли себя чувствовать как, ну, еще ученик, или вот как по пажу кубков мы сказали, это самое начало, а здесь это уже карта, которая символизирует творчество, какое-то великое мастерство. Вот что нового войдет в вашу жизнь? Смена ваших жизненных приоритетов, вашего взгляда на жизнь, на людей, на взаимоотношения, на ваши возможности, на ваши способности, для кого-то через силу интуиции или открытие вашего шестого чувства. Вы и без этого люди интуитивные. Вы можете с учетом аркана мага прийти к окончательному выводу того, что мне нужно слушать самого себя, мои подсказки изнутри, которые идут, они самые правильные. Мне, может быть, стоит научиться доверять себе на смену каким-то сомнениям и неопределенностям. Вот правда, нечего добавить. Можно завершать расклад, но мы же любопытные, поэтому мы идем дальше. Важное событие или чем вам запомнится 2025 год? Вы правда можете изменить свой статус именно через личную жизнь, создать семью. И эта семья, с учетом вот этих трех карт, я могу предположить, ведь шестерка кубков – это всегда карта, или, говорят, ностальгии, или тех людей, которых мы хорошо знаем. И все то, что я сказала по смене статуса, когда была дружба, а теперь это для кого-то могут быть как и бракосочетания, как и создание прочного союза, когда вы одно единое целое. Ведь шестерка кубков – это карта искренности. В этой карте нет меркантильности. Здесь люди, изображены дети, которые могут олицетворять для вас отношения, в которых господствует любовь, взаимопонимание, когда словно двое на одной волне. Ну, правда, у вас личная жизнь, но помимо еще и личной жизни по аркану мага, это еще и самореализация, по сути дела, у вас может быть настолько изменения ваших как и взглядов на жизнь, которые за собой ну, подтянут изменения во всех сферах жизни. Потихоньку это, пусть нам показали именно какую-то личную историю, но ведь это в целом отношение к миру, отношение к самому себе, безусловно, к вашим возможностям, возможность создать прочный союз, но в то же время достичь каких-то высот в вашем бизнесе, заработать деньги. Или
Все зависит от того, какие вы планы ставите. Может, кто-то пишет диссертацию, кто-то научный труд, кто-то из вас занимается творчеством. И по аркану маг тут можно шедевр создать. Почему нет? Здесь нет для вас ничего невозможного. Этим, наверное, и запомнится 2025 год. Давайте посмотрим. Неожиданности. Идеи. Я бы сказала так. Конечно, для кого-то из вас может конкретно проиграться человек, как мы говорим, харизматичный лидер. Это могут быть и ваши собственные идеи. Но это сырая еще пока идея без каких-то действий. Может быть, придут какие-то новости, которые вам придется обдумывать. И значит, с учетом того, что в позиции неожиданности выпадает эта карта, вам придется анализировать то, что вы услышали, соотносить с тем, что вы хотите создать, и куда-то не торопиться. Может быть, иногда по этой карте это будут те новости, которые вы можете услышать, как изменение законов. Или вы хотите что-то оформить, получить документ. И могут быть неожиданности в том плане, что будут меняться законы, будут меняться словно правила игры по части зарабатывания денег. Также могут меняться, если вы просто заняты трудом в определенной организации. Там могут меняться руководители. Все же мы говорим про харизматичного лидера. Вы можете столкнуться с таким человеком, и это как новое знакомство с человеком, который, где-то на вас не похож. Но тогда, с учетом карты мага, вы как будто все равно сильнее. Значит, какие-то или чьи-то сырые идеи вы тоже можете переложить на пользу самим себе. Любая информация, для вас она будет полезна. Вы ее будете, вот как тот маг, видеть в каком-то другом аспекте. Или любую какое-то, как известие, или то, что происходит вокруг вас в обстановке, самой. Вы тоже будете обдумывать, каким образом я могу это использовать на благо самому себе или самой себе. Могут проходить и, как я сказала, новые знакомства с людьми, которые рождены под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец. Или это люди, которые имеют асцендент в одном из этих знаков. Не всегда они могут об этом знать. Это может быть и как партнерство какое-то для вас, мои дорогие. И здесь у каждого по-разному. Но, по крайней мере, это люди с несколько другой энергетикой. И если у нас выпадает эта карта в неожиданностях, поэтому если среди ваших людей, среди ваших знакомых есть такие люди, если мы говорим даже про гороскоп, будьте внимательны, кто знает, может быть, интересные какие-то инсайты придут от этого человека. Давайте мы узнаем, что вас будет радовать. Вы знаете, вам захочется одиночества. Как ни странно. Да, конечно, карта мага – это больше уединение. Или это холодная более энергия. Здесь нет какой-то восторженности, здесь нет такого горячего импульса. И по аркану отшельник. Люблю эту карту за то, что никто не мешает. Поэтому что будет радовать? Вот я вам прямо скажу, вам никто не будет мешать. Или вам просто-напросто, мои дорогие, никто не может быть помехой, потому что у вас выпадает карта мага. Кто может помешать магу? Да никто. Но какая-то слаженность действий, может быть неспешность, это вас будет радовать, размеренный образ жизни, какой-то ваш проект, все же отшельник, он думает на высокое. Для него что-то более возвышенное, как цель, как идея, она имеет значение. Не все здесь с позиции меркантильности, в очередной раз повторяюсь, видимо, для вас духовность, вопросы. Если через отношения мы говорим, хотя отшельник – это карта больше, это как дервиш, странник, который идет каким-то своим жизненным путем. Или может эта карта олицетворять, когда вы сумеете тот план, который где-то в вашем сознании, в вашей ментальности, вы сумеете воссоздать на практике в нашей реальной жизни. Но тогда нужно надеяться на самого себя. Отшельник, он умеет скрывать тайны. Он, в принципе, не считает нужным с кем-то делиться. И он идет в одиночку, и надеется он сам на себя. Вот такие энергии, опять же, старшие арканы, и карта мага, и аркан отшельника,
дополняют друг друга, то, что неограниченные возможности для вас, но при условии, что вы свою как и стратегию, так и тактику продумываете, не учитывая мнение окружающих. Ваша как миссия, мои дорогие, она должна быть создана в 2025 году. Или вы что-то, может быть, начнете и продолжите в 26-м, когда Юпитер будет уже во втором вашем доме гороскопа. Это будут как раз вопросы уже больше материальности или каких-то материальных свершений. То вот это самое начало в 25 году, когда вы можете себе задумать даже какой-то сверхъестественный проект. Наверное, не случайно, ведь под вашим знаком зодиака, если вот мы говорим, такая персона, достаточно известная в нашей современности, как Илон Маск, и он тоже родился под знаком зодиака Рак. Я понимаю, что у каждого свои планы, у кого-то очень возвышенные, мои дорогие, вот эти идеи, у кого-то более приземленные. И поэтому, конечно, концепция построения этого года, она будет зависеть от ваших планов и от ваших желаний. Но у каждого в каком-то своем это будет фарватере. Но я хотела сказать, к чему я вспомнила Илона Маска. Не бойтесь ставить для себя какие-то очень высокие планы. Наверное, в нашей Вселенной так работают энергии. Чем больше мы загадаем, тем больше мы получим. Или когда мы больше себе поставим или возьмем для себя какую-то более высокую планку и себе скажем, что да, вот я в принципе могу этого добиться. И правда, если мы ниже опустим, мы где-то так вот на нижнем, более низком уровне останемся. Но если мы ставим себе на высокое, то у нас больше получается. Ведь нам никто не мешает. Поэтому нам никто и не мешает создать то, что мы хотим. Для вас и невозможное возможно. Это вас радует. Это вам и помогает одновременно. Но все же, что вам будет помогать? Реальность, внимание к деталям. Знать, как в отношении вас работают конкретно законы. По пажу мечей мы, наверное, проводить какую-то аналогию между вашими планами и чтобы они согласовывались с законами, в зависимости от того, что вы хотите осуществить. По пажу воздуха это сама по себе, если мы говорим, что помогает, это новаторство, это новые идеи, это любопытство, и это другая точка зрения. По сути дела, это вот как вы захотите. Мы спросили, что помогает. И по карте это другая точка зрения. Поэтому ваш индивидуализм, мои дорогие, вам помогает. Но да, его придется как-то увязать, может быть, с законами или с какими-то пунктами, которые приняты в обществе, или с тем, что есть в нашей реальности, но ни в коем случае не отказываться от своих идей, от своих желаний, от того, что вы думаете вот совершенно по-другому, ведь у вас карта мага. Маг, он думает по-своему. Он может быть непонятен окружающим. И этого не стоит бояться. По пажу мечей мы умеем как будто зарабатывать деньги в этой колоде карт. У нас почему-то телец золотой летит буквально. Поэтому вам помогает, ну, какая-то неведомая сила заработать деньги или какой-то ваш проект осуществить на практике, перевести его совершенно в конкретную материальную плоскость. Я повторюсь, для вас нет ничего невозможного. И может быть та идея, которая зарождается в вашей ментальности, может быть она выглядит как-то даже по-дурацки, мои дорогие. Не оставляйте ее. Вы обязательно найдете 1001 способ воссоздать то, что вы хотите. Ваш любой план в 2025 и еще раз повторюсь, в 26-м, когда Юпитер во втором доме гороскопа будет, вы сумеете реализовать в нашей реальной жизни. И кто знает, может быть, это будет полезно людям. Может быть, это будет полезно вам самим или вашей семье. Но я нисколько не сомневаюсь, что это будет что-то чудесное и замечательное. Давайте посмотрим, что же вам реально может помешать. А ничто вам не может помешать. Единственный момент, посмотрите, шестерка чаш, у вас дважды выпала карта искренности, у вас точно есть люди, которые вас любят. Ну, может быть, вы будете очень заняты каким-то своим проектом. Словно для вас жизнь может так разделиться на две части. Есть личная жизнь и есть вот то, что как ваша какая-то очень важная составляющая, как работа или какой-то ваш проект. Может быть,
как ваше творчество или ваша задумка, о которой вы тоже никому не говорите, но обязательно хотите попробовать это реализовать в нашей жизни. И где-то могут быть такие моменты, что может помешать ваша загруженность на работе или вот в ваших проектах, а в личной жизни могут думать о том, что вы где-то достаточно холодны, ведь маг, он такие энергии, знаете, как не очень маг разговорчив, или он не очень умеет транслировать свои эмоции. Вот могу, как вариант, для кого интересно узнать чуточку больше об энергии мага, почитать книгу Всеволода Соловьева «Великий Розенкрейцер». В образе Захарьева Овинова он как раз и описывает вот этого мага. Это как бы дилогия, она в 2 книгах. Почитайте, потому что всего за наш прогноз не расскажешь. Но вот какие-то подобные энергии вы с ними можете столкнуться в 2025 году. Примерьте на себя этот образ мага, примерьте эти энергии. И я так думаю, вы со мной во многом согласитесь. Поэтому для вас как-то правильно транслировать для людей, тех, кто вам дорог и кто любит вас, когда именно есть искренность и взаимность, когда есть взаимопонимание, чтобы не было, наверное, обид, что вы мало времени уделяете тем, кто вас ждет, для тех, кому вы важны, для, может быть, ваших детей, для ваших любимых людей, для вашего дома самого по себе, потому что загруженность какая-то у вас может быть. Для кого-то из вас эта карта может олицетворять и какие-то прежние отношения, которые были прежде. И тогда я могу такое тоже допустить, отрицать не буду. Какая-то прежняя история, то, что мы называем бывшими, вдруг они могут воскреснуть, нам о себе напомнить. А у вас уже другая какая-то совершенно канва, другая история, другие приоритеты, другие интересы. И этот человек из прошлого вам может быть, совершенно как-то неуместен. Вот такой вариант я тоже могу предположить. Тогда вот это все вам может помешать. Давайте мы узнаем событие, которое изменит вашу жизнь. Как видят карты. 2 пентаклей. Мелкая карта, не есть здесь какое-то грандиозное событие, но по этой карте, ведь дуальная карта, когда нам приходится взаимодействовать, наверное, рассмотреть разные точки зрения и где-то скорректировать свои планы. Не могу сказать, что это что-то одно, но кто знает, может быть, посредством общения у вас выпадает карта харизматичного лидера. Мы с вами проговорили, что вы можете столкнуться с таким человеком, который живет по каким-то своим канонам, правилам. И кто знает, может быть, его идеи будут близки вашим идеям. Вы что-то сможете взять. Или вы сможете, как-то глядя на него со стороны, для себя что-то ценное тоже извлечь и принять себе на пользу, на свою практику. Есть через взаимодействие, значит, какие-то события или, может быть, события в жизни других людей могут влиять и на вашу жизнь тоже. По 2 пентаклей нам всегда говорят о том, что это какая-то работа в команде. Может быть, для вас вообще будет в течение 2025 года очень важны партнерские отношения по части вашего труда, работы. И пусть это будет один человек, у нас уже 2 выпадает. Но более чем достаточно одного, но тот, который либо болеет за дело общее, так же, как и вы можете где-то тоже доверять, пусть только одному человеку, но, тем не менее, это уже 2 команда. И тогда ваша команда, когда один другому помогает, и значит, большего вы сможете добиться. С другой стороны, баланс в собственной душе, баланс между работой и отдыхом вам тоже будет необходим. Может быть, правильно сориентироваться по тому или иному вопросу, когда вы рассматриваете чью-то альтернативную точку зрения. Это вам помогает лучше понять реальность или каким образом решить какой-то ваш конкретный вопрос. Пусть это будет даже вопрос документов, потому что мы иной раз можем думать, что нужно действовать одним путем, а альтернативная точка зрения иногда бывает еще более важна, потому что есть другой путь, которого мы не видим, а мы что-то можем создать или воссоздать, или решить намного быстрее,
чем нам может показаться на первый момент. Поэтому взаимодействие или какие-то события через партнерские отношения, самые разные, будут оказывать влияние на вас самих и на вашу жизнь в 2025 году. События, которое заставляет измениться вас самих. Это карта сдачи жизненного экзамена или это карта обучения. Кто-то может отправиться учиться. Меня смотрят разные люди. Для кого-то это будет буквально обучение в учебном заведении. Для кого-то это будут курсы, может быть, курсы ремесла или курсы IT. У кого что тут будет, но обучение, оно проходит, и это то, что вас заставляет измениться. Может, для кого-то это будет означать возможность посетить или добавить себе новых друзей. Ведь это не секрет, когда мы меняем общность или когда, вот пусть даже идем на курсы, наш кругозор начинает расширяться, а вместе с ним и горизонты наших возможностей тоже. Для кого-то из вас, может быть, выйти из одиночества именно таким путем, когда круг общения вы расширяете, и, может быть, посредством обучения. По этой карте нам говорят вообще добавлять знания, и в конечном итоге эти знания потом для нас обернутся материальным доходом. Может быть, это вы будете изучать кто-то трейдинг, кто-то какое-то еще новое направление, каким образом вы можете заработать денег больше. Все же у нас тройка пентаклей, и нам трое показаны, которые плетут светофор. Буквально еще пару нитей, и уже зеленый свет. И эта карта поэтому и означает переход на новый уровень. Или когда какие-то знания мы перекладываем на практику, и для нас открываются новые возможности. Мы видим себя по-другому. Это, наверное, самое главное в том вопросе, как мы задали, событие, которое заставляет измениться вас. То есть новые возможности. И это продолжение следует, нам говорит карта. Продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.